Баварские моторы на московских номерах. Наши сторис залетают, тренд в шашке. МСК со мной под... Чего, бля? Это что за хуйня? Обновление 1.21.0 в CarX Drift Racing 2 встречает нас не особо утешительным образом для BMW водов, а именно вот этим волшебным значком. В главном меню появляется у нас Check Engine, нажав на который нас с радостью встречает вот такая вот чикса с планшетиком в руках, и через несколько секунд мы понимаем, что радость здесь будет только в ее сторону. Здесь нам предлагают купить любой на выбор мотор для наших машин в гараже, соответственно, которые у нас куплены и имеются в наличии. Предлагается это сделать, конечно же, за донат. Говорится, мол, поставки моторов делаются каждый день, что сразу много движков купишь, будешь в шоколаде, сэкономишь. Чувствуете, да? Вот это вот рыночная атмосфера пошла. Короче, моторы вы можете покупать каждые 5 дней, то есть заказываете, покупаете их и ставите на свою машину. Разные дни, разные моторы на разные машины вам будут доступны. Вы, наверное, уже заметили и разdetectили еще одну фишку обновления. Новая машина. Встречает нас это обновление также новым загрузочным экраном, на котором в этот раз, видимо, нет никакой пасхалки. Кстати говоря, такие штуки мы постоянно обсуждаем с подписчиками у меня в телеграм-канале Catfish Studio. Там я публикую разные инсайды с обновлений в играх, свою личную жизнь и всякие интересные плюхи. К примеру, недавно я показал там, что нас будет ждать в следующем обновлении в CarX Online. Пока идет новая полоска загрузки, которая идет просто вечность, блядь, по-моему, вы можете по ссылке в описании зайти ко мне в телегу. Дальше Color Mercury Psycho SPL. Синяя пятнашка уже в одетом на нее бодиките, которая, скорее всего, будет выдаваться за пройденное событие. Тир 4 автомобиль, имеющий на себе уникальный дизайн в игре, с которым вы не сможете сделать ничего, кроме покраски дисков. Машина достаточно мощная для своего тира и имеет кучу держака. Быстрая, безугольная и, главное, стильная. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, это не просто обычный какой-то там дрифт автомобиль, а какая-то прям легенда. Кто знает, что это за автомобиль и чем он отличается от обычной S15, пишите в комментарии. Лонгривер. Долгожданная волжанка египетской силы из Ворониных. Классический автомобиль на заднем приводе с супер стильным дизайном, который будет находиться в первом тире машин и стоить всего лишь какие-то 110 золота. За такое количество голды автомобиль очень хорош. Пооткрывав дрифтбоксы или же заказав несколько свапов, можно будет сделать из этой машины реальную гонку. Длинная база, хорошая рулежка и, казалось бы, нет ощущения, что вы едете на корабле. Из бодикитов тут, конечно, чисто катафалка. Ну это чтобы вызывать челиков, наверное, на ней в самый раз будет после каточки в топ-32 и сгоревшей жопы. Звук. Со звуком в этой обнове поработали прям ай-яй-яйка. Внешний Вестгейт и звуки секвенталки теперь будут нас еще сильнее погружать в атмосферу дрифта. Вестгейт — это звук мотора, когда он раздувается и сдувается. Звук коробки, соответственно, когда вы работаете передачами. Но это еще не все. Переработали также звуки многих машин и моторов. Теперь каждый мотор звучит иначе, чем в прошлых версиях игры. С моторами, кстати, поработали не только с косметической стороны, но и во внутрянке покопались. Перебалансировали абсолютно каждый свап. Теперь каждый мотор имеет свой баланс по массе, надув, отсечку оборота и будет по-разному влиять на управление автомобилем. Теперь, после ребаланса свапов, многие машины придется перенастраивать, так как все моторы поменяли свою работоспособность. Красное кольцо для парных заездов XDS конфиг был чуть переделан. Что было сверху, что стало снизу. Кто найдет отличие, тому 100 голды в игре. Новые конфиги в этом патче ждут нас только для DP одиночных заездов на очки. А Трон теперь расширился на одну трассу, конфиг 3, на котором вы сможете отработать постановку в стену и погонять в маленьких углах. Питер обзавелся зеркальным конфигом 4, тоже третий конфиг, который поможет вам нафармить валюту в игре. И Истоги, АК и Бесуминами, тоже третий конфиг поимел в этом патче, где вы просто охренеете от того, в каких углах здесь придется тянуть дуги. Прям патч тройка в этот раз. Сбалансировали турнир топ-32. Раньше вы могли ехать квалификацию
квалификацию на одной машине, дальше поменять на другую неограниченное количество раз. Примерно так. А теперь вы не можете этого сделать. То же самое связано с покрышками. Ограничит теперь игроков в замене покрышек в момент участия в турнире. Несколько раз поменял, и все. Кстати, смотрите, какое длинное название у этой пятнахи. Прям полэкрана занимает, да? За клубные битвы, которые добавили совсем недавно, можно будет получать различные иконки для своего профиля в игре. Что-то по типу украшений и аватарки. Как в Стиме, наверное. Ну, чтоб можно было выебаться, наверное, зайдя в топ-32 своей картинкой маленькой. Еще обновление 1.21.0 в Drift Racing 2 принесло нам фикс рассинхрона в онлайн-комнатах. Украла идею у Carix Online, короче говоря. По мне, самый сок в этой обнове — Волжанка. Сочная пушечная тачка, на которой можно будет не только по рофлу покататься, но и всерьез понагибать типов в топ-32. Тем более после того, как его сбалансировали. Вы были на канале Catfish Studio, подписывайтесь на мой канал. Если вы тут впервые, бейте в колокол, залетайте ко мне в телегу группу ВК. Всех рад видеть везде. Обнимаю, целую, прощаюсь недолго. Всем пока-пока.